Итак, хочу познакомить вас с снегоуборщиком Greenworks GD8256. Вот, пошлите. Сегодня не идет снег. До этого 3 дня шел снег. Завалило все кругом. Все кругом. Чистил 3 дня его. Вторник, среду, четверг. Вот сейчас пятница, 4-й день буду чистить. Но сегодня его шло мало ночью. То есть мы по-быстрому все это уберем. И уберем его с использованием вот моей штуки вот этой. Сейчас аккумулятор оставлю. Немножечко почистим. Вот. Greenworks Commercial. Прошу меня простить за мой английский, так как я изучал немецкий. Вот. Потом в конце я расскажу вам его достоинства и недостатки кратенько. Ну, могу сразу сказать, что он очень мне помогает зимой. Был у меня до этого другой снегоуборщик. Вот, МТД 66 Optima. Он был бензиновый. Тоже был очень хороший, но для моего объема территории, его слишком много было. Здесь слот на 2 аккумулятора, но питается только с одного слота. Второй просто как запасной для аккумуляторной батареи. Так, раз нажали, это ключик, это кнопочка для извлечения. Очень просто им пользоваться. Вот. Считайте, что он уже заведен. Сейчас я его разверну. Так. Сегодня солнышко у нас, морозец 14 градусов. Вот сейчас, в час дня. Вот сейчас вот этим будем бороться. Но скажу сразу, что это очень маленький объем. Он и гораздо больше, там 15-20 сантиметров он все это вычищает. Струя бьет на 8 метров. 25 килограмм он весит. Есть там нюансы по сравнению с предыдущим снегоуборщиком, который 6 скоростей вперед, 1 назад или 2 даже назад. Он было, с одной стороны, очень удобно, с другой нет. Ну, сейчас продолжим. Так, да, ну сосед он бензиновым чистит. Слышите звуки. Вот запуск. То есть сначала отводишь это, нажимаешь на клавишу и поехали. Что мы сейчас и сделаем. Не знаю, одной рукой-то я смогу тут поуправляться. Так, значит, сначала нажимаем, потом двигаем. Все, завелась машина. Будем чистить. А вот эта ручка, она поворачивает как раз направляющую вот эту кнопку. Вот. Холодно, перчатки надо одеть какие-нибудь.
Вот так. В некоторых местах приходится переставлять вручную. Она не самодвижущаяся. Это снегоуборочная машина. Ну, про характеристики чуть попозже расскажу. Так и быть, и опыт эксплуатации. Ждите. Не выключайте, сейчас будет все. Greenworks 82 вольта. А дальше остальное все буду делать лопатой. Итак, друзья, снегоуборщик Greenworks GD82ST56. Аккумуляторный. Один аккумулятор стоит в месте питания устройства, а соседняя ниша предназначена для запасного аккумулятора. Так как, в принципе, у меня были моменты, когда мне двух аккумуляторов не хватало. То есть снегопад был очень сильным, высота сугроба была большая, вот, и он очень быстро расходует свою электроэнергию. Вот. Но в обычных условиях, как правило, мне всегда хватало а то и одного, не то что там двух. Вот. Из достоинств. Какие у него достоинства? Это легкий вес, из резины сделанный шнур. Вот. Очень деликатно убирает различные поверхности. То есть это не железо скребущее, не пластик жесткий. Вращается мягко, аккуратно. Вот. Резина это на металлической основе, то есть очень надолго хватает и аккуратно все она делает. Декоративные поверхности особенно. Но по мере моей эксплуатации, что я установил, что мне не нравится, вот то, что если сильный снегопад разряжается очень быстро, потом он не самодвижущийся. Вот у меня был до этого самодвижущийся МТД. 66-й. Вот. Это очень удобно. Но так как у меня тут размеры моих участков не очень большие, мне, в принципе, этого хватает. И там лопаткой я доделаю, как вот сейчас закончу с вами разговаривать и пойду лопаткой все выравнивать, все лопатой здесь. Все углы, вот, чтобы красиво.
Но его приходится на острых углах перетаскивать, то есть переставлять, силой поднимать, переставлять. Он очень удобный, вот я опять повторюсь, на гладких поверхностях, на гладких ровных поверхностях. А если его какую-нибудь гущу, чачу, вот, вытащить на улицу, где нет асфальтового покрытия, вот, а жижа такая из снега, он приходится упираться очень сильно. Это целое физическое упражнение, очень нагружает твой корпус. Вот. Там уже лопатой все-таки надо. Вот это, я считаю, его, в принципе, единственный недостаток. Это вот то, что на нестабильной, рыхлой поверхности он работает, с ним работать очень тяжело с точки зрения физики. Вот. Вот так, в принципе, он легкий, 26 килограмм. Струю дает на 8 метров. Вот, 1800 оборотов, ну, шноркеля. Вот. Ну, характеристики вы можете почитать и на сайте производителя. Я говорю, рекомендовал бы я вам, да, тем, у кого очень большие просторы ровных гладей там из бетона и плитки, очень даже помогает. И когда снега, не сильные завалы. Если большие завалы будут снега, там больше 35, там 40 сантиметров сугроба, он будет захлебываться, ничего не выдавать не будет, помощи от него никакой не будет. Так что выводы делайте сами. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всех пока, всем пока, всех обнял. Замерз немножко, 14 градусов, стою. Пока.